под вечер, накурившись гашиша, жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Не снимай, не выкладывай. Я, короче, не спеша лазю в поисках крыльев. Вот правая, например. Мне все нравится. Это все такая хрень, незначительная. И просто полирнешь, это все уйдет. Давай посмотрим, сколько оно стоит. Крылов цвет, между прочим. Ба-бам. 30 августа, девчонки и мальчишки. Помнишь, я тебе говорил, да, что когда ключ вставляешь в зажигание, нажать тормоз, здесь должен был щелчок, чтобы можно было нажать на тормоз и двигать эту штуку. Так вот, щелчка не происходит, значит, где-то что-то не так, да? Я вот разобрал, и вот я такой смотрю. Ага. Вон коннектор, видишь, беленький, вон тот, вот этот. И вот эта вот хрень, она как раз-таки оттуда. Сейчас я его выколупаю оттуда. Наращу или что, проводочек. Короче, восстановлю. В общем, с проводочком все понятно. Сейчас займусь. Мне надо в срочном порядке отрегулировать датчик удара. Потому что это не жизнь. От любого пердежа он, короче, начинает орать. Вот, я сегодня побегал ночью. Поэтому сейчас разбираю. Щиток сниму. И там, скорее всего, там он где-то лежит. Попробую его отрегулировать. Так, я нашел сигналку. Вон она стоит. Как тебе показать-то? Вот она. Но блок управления, в общем, блок чувствительности пока не нашел. Ковыряю пока тут это. Вот этот стикерок надо вытащить. И в него как-то прицепить вот этот голубенький проводок. Но это наглость вообще, обломиться под самый корень. Это же незаконно. Короче, колупал я его. Хрен. Настолько все мелко. Мне уже просто зрение не позволяет это увидеть, понимаешь? Вот. Я надеюсь, он сейчас ставится, потому что я над ним поизмывался, будь здоров. Так как я пытаюсь распиновать, прикончил этот пин. В общем, я как-то вставила этот разъемчик, вот этот вот. Как тебе его показать-то? Вот этот. Вот он. В общем, его вот так вот шатаешь. Вот смотри, как он работает. Ключ на зажигание, нажимаю тормоз. Не работает. Видишь? Раз, работает. Не работает. То есть я его шевелю. Я провод подоткнул туда. Мне надо что-то сюда вот так под этот разъемчик подсунуть, короче. Вот такая срала-мазала лепила. Вот катаюсь вот с таким видом, короче. Приехал в Экзист. Заказал кучу запчастей на 11 тысяч. Колодки, подшипник, сайленты, сальники, прокладки, отбойники. Он говорит, 11 тысяч платите. Я такой полез в кошелек. Денег нет. А деньги за каким-то хреном дома выложу. В общем, запчасти заказаны. Я возле базы подразобрал немножко. В общем, сейчас сниму панель, вот эту верхнюю. Разберусь с воздуховодами. Надо найти датчик удара. Отрегулировать его, чтобы он не орал. И вообще меня эта сигнализация бесит. На этом брелке кнопки непрожимаемые вообще. Я сейчас полчаса стоял, не мог открыть. У меня никогда сигналки не было. У Куба на ключе кнопочки. Мне этого достаточно. В общем, принял решение сигналку эту выпилить отсюда. На ключе есть кнопки. Вот, мне этого достаточно. И даже не уговаривайте. Сейчас я ее выпилю просто. Вот почему печка не дула, собственно, сюда. Смотри, какие дыры. И там. Ну, как-то так. Тут пришлось еще приклеить по одной. Отлично.
Так, на шару прикрутил, короче. И не попал. Щель, видишь, какая? А вот не знаю, есть там крепление, чтобы чуток опустить? Или нет? Снимаем обратно. Так, мне кажется, ее надо сюда вытаскивать теперь. Нафиг эти щели. Огонь. Я думаю, хватит ее вытаскивать. Чтобы здесь протереть можно было. Так, чик. Огонь. Ну что, докладываю. Весь интернет перелазил. Непонятно, какая разводка у куба. Я помню, что я уже подключал магнитолу. Начисто из головы вылетел. У него абсолютно неинтуитивное подключение. То есть обычно как? Серый и серый с черной полосой. Это один динамик. Там фиолетовый с черной полосой. Это другой динамик. От магнитолы так и идет. А вот проводка у куба. Один может быть зеленый с белым. Причем не с полоской, а с кольцами. А второй розовый с белым. И это будет один динамик. Я подключил 3 динамика. У меня остались ровно 2 провода на задний левый динамик. И он не запустился. Я разобрал дверь. Посмотрел, что там с коннектором. Все нормально. Видимо, где-то по дороге обрыв. Ну, ибо я не знаю, что. Воздуховоды доработал, короче. И что еще? Двери уплотнить не успел. Долил масло в карабас. В общем, завтра буду делать. Если будет тепло, покрашу эту штуку в бежевый. У меня будет светло-коричневый или бежевый руль, короче. Как раз под эту хрень, под всю. Вот, запчасти заказаны, значит, на 11 тысяч. Самый последний заказ придет в октябре. Вот как все придет, так и загоним в мастерскую. Не снимай, не выкладывай. Лайк, подпишись, друг. Благодарочка, колокольчик. Возвращаюсь раз под вечер, накурившись гашиша. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Иду, курю, иду, курю, иду, курю, иду, курю. И в ушах звон шелестит листвой, и стает туман над рекой Невой. Над рекой Невой стоит туман, над дурман травой стоит туман, над рекой Невой стоит дурман, над дурман травой пам-парам-пам. А я иду, курю, иду, курю.
присрал. Я загрузил колеса опять. Вот дураков работа любит. Сейчас поеду их. Шинку отвезу, они сказали, реализуют. Так. А потом в сад. Что там надо мне делать? С противотуманкой разобраться. Подмыргивает. Со светом ничего не делаю, лампочки не вставляю. В эти фары без понту что-то вставлять. Что-то у него бампер, да, как-то провис. Такой, улыбочкой. Может быть, он не закреплен. Не знаю, надо посмотреть. Что еще? А помнишь, я выгреб гору земли с левого крыла? Надо также справа выгребсти, короче. Вот. И воткнуть датчики АБС на родину. И посмотреть, что будет. Что еще? Динамик у меня не запустился. Вот я не знаю. По-моему, я снимал динамик. А я, наверное, его вместе с дверью продал. И не могу найти свой трос, хоть убей. 31 августа, девчонки, мальчишки. Сегодня у меня урок. И я нарисовал просто из головы кучу брейков. Давай тебе сыграю. Оставляй на томе, сразу ее вниз, чтобы сыграть техно. Ага. Теперь прожми последний удар на томе. То есть последний 16-й. Колесо отдал. Так, надо ехать в гараж, загружать барахло обратно в багажник. Оно мне сегодня пригодится. Купил батарейку в ключ. Так. Попробуем вонзить. Так, смогу я сейчас ключ разобрать и не порезать себе руку, например.
Есть. Так. Вот убей бог, не помню, как она стояла. Наверное, вот так. Что-то не лезет. Еще не вижу ни хрена. Залезла. Окей. Так. Ни хрена, походу они ключ обрезали где-то. Черт подери. Где-то, значит, они его отчекрыжили. Жаль. Помехи какие-то стрёмные. Так, выключил. Включил. Надо так, чтобы жопу было видно. В принципе, неплохо. Сейчас полезу в багажник и буду там настраивать, короче. Отсюда, что ли, залезть? Нет, не получится. Короче, чуть с ума не сошел, пока подключил. Забыл напрочь. Причем на Тойоте я же подключал. Без проблем. А как я вылазить буду? Кто-нибудь знает, нет? Отлично. Сущика. Так. Смотрим. Что за помехи, а? Мне сказали, что можно массу не подцеплять. Я не подцепил. Может быть, из-за этого? Так. О, видать, дверь. Дворник, видать. Наверное, вот так как-нибудь сделаю. Так, значит, здесь уже вылезти не получится, да? А теперь проблема здесь. Куда эти провода заныкать? Дело в том, что дверь открывается, и мотня такая висит. Что-то придумаю, блин. Опа. Опа. Есть какие-нибудь мысли по поводу помех? Не было у нее таких помех. Может, все-таки массу зацепить? Наверное, попробую массу цепануть. Может быть, не будет этих помех. Кто его знает. Так. Выключу пока скорость. И соберу морду пока. На моем кубе только правая дверь. На этом предыдущем. Когда дверь открыта, пикала. Как эту хрень отключить? Вот бесит прям вообще. Так. Охота и музычку слушать, и дверь открыть. Я вспомнил, что я хотел градусник поставить. Поэтому не разбираем пока еще. Градусник двигателя. 1 сентября, девчонки и мальчишки. Всех школа ЛО с праздничком. Хотя вряд ли я в свое время не считала это праздником вообще. Я вчера поставила градусник. Температура двигателя вот у меня тут. Короче, все как на старом кубе. Ободрал, сидел в саду, ждал, пока батя подъедет. Ободрал немножко. Сейчас сниму ее. Феном погрею, отойдет. Помнишь наборчик? Четко. Все подходит, короче. Очень неудобная головка болта. Она не глубокая. Если с дуру просто взять и повернуть, то можно сорвать и все, и будешь куковать, короче. Ну, руль тоже конченый весь, видишь. Надо его менять. Ну, я решил немножко тормознуть с закупкой запчастей. Деньги слишком быстро кончаются. Вот так вот я езжу.
взял у бати трещотку с головкой специальной. Винты видел какие? Короче, звездочка с выпиленным центром внутри. Сейчас на базе обошью. Что я сделал, короче? Наделал скобок из вязальной проволоки. И склеил руль. В общем, день тот же. Выпилил. Такие ножницы вообще. Еле-еле кое-как, короче. Сейчас с помощью термоклея присобачу. Это такое временное решение, чтобы не ездить вот с таким вот рулем. Такая утепленная получилась. Немножко тут на это. Попробуем сейчас притулить. Как тебе такое? Мне кажется, всяко лучше, чем было. Зато у этого руля есть заглушечки. А у меня были дырки на том руле. Не снимай, не выкладывай. Я заглох. Тут горочка, короче, я вот закатился в кармашек. Просто взял и заглох. Просто вот ехал и все. Лампочка бензиновая не горит. Все. Че, реально бензин, что ли, кончился? Так, бензиновый шланг на месте. Получается, я в Челябинске заправился. Я уже 3-й день езжу. Мне прям странно, что лампочка-то не горит до сих пор. Вот здесь вот лампочка находится. И стрелка как бы до конца не дошла еще. В Челябинске заправился, полдороги проехал, у меня стрелка стояла вот так вот прям. Я думал, что она и не отойдет вообще. А отходить она начала, когда я к городу начал подъезжать. То есть, понятное дело, что лампочка, скорее всего, сгоревшая, надо будет доставать щиток, смотреть. Вот, и может быть, надо стрелку просто взять и вот так вот пересадить чуть-чуть. Папика с теплого дивана выдернул, блин. Ну это что за машина такая, а? Вот такой бы диван, да, купить. Кровать на него поставить просто двухспальную. И все, и алга. Путешествовать. Вот я, когда Куба рассмотрел покупки, вот такие тоже рассмотрел. Ну, поменьше, конечно, типа Nissan Elgrand, знаешь, такой. Тоже чемодан такой здоровый. Ну, тут сразу видно, что-то, наверное, движок какой-нибудь мощный. Что это такое вообще? Что это? From Russia with love. Прикольный аппарат. Эх. Там бензином уже не пахнет, судя по всему. Все изъездил. Да, датчик меня дезинформировал. Капздец. Батя пролетел мимо меня. Бывает же такое. Странно. Я думаю, что это у тебя хватит бензин, тут литров 5 все равно есть. Должно хватить. Затянет. Я думаю, меня стрелка дезинформировала. О, смотри. Пробуем. И бисмилля, и рахим, и там все остальное, короче. Бэйби. Чешем на заправку, короче, прямиком. Вот папсик, бензовозик наш спас. Так, все, погнали на заправку. Щиток разбирать, лампочку, короче, менять. Стрелочку надо будет чуть-чуть влево передвинуть, потому что она меня дезинформировала. Но, слава богу, это был бензин всего лишь. Пошла возня. Так. Не снимай, не выкладывай.
2 сентября, девчонки и мальчишки. Мчимся в сад. Я забрал запчасти, какие пришли. Предстоит опять до хрена работы. Как ты понимаешь, все ближайшие бложки будут только про это, блин. Ну что делать? Надо машинку в вид привести. Я вот на задней двери, получается, там были такие царапины, как будто притерлась тетка эта куда-то. Я их замыл, затер, короче, надо их полирнуть. Полез за полиролью, а полироль кончилась. Вот сегодня я закупил полироль, короче, взял поролоновый круг. Просто одену его на болгарку и буду потихонечку, я уже научен горьким опытом, когда я стер краску. Потом все в Телеграме заценили мою мохнатку. Мохнатка. А что, классная мохнатка? Это же так просто, ну, пока руль не приедет. Все сказали, что обтяни ее эко-кожей. Эко-кожа очень классный вариант, особенно самоклейка. Все классно, мне прям зашло, я посмотрел, ништяк. Но этот руль изуродован. Здесь взорвалась подушка. И если под этой мохнаткой ни черта не видно, то эко-кожу на изуродованный руль я не смогу приклеить. Из-под нее все будет торчать. Я заметил такую интересную штуку, что блогеры подглядывают друг у друга. И потом к ним, как банный лист к жопе, прилипают словечки других блогеров. Например, я уличил несколько блогеров в том, что они начали приветствовать своих подписчиков в начале видео моим приветствием. Всяко разные его видоизменяя. Блин, я в начале своего пути тоже грешил этим. Выхватывал всякие словечки, думаю, вот это круто. Я очень долго использовал такую фразу в бложке, как «от болта». Как и новый день, очень долго я ее использовал. Но спустя где-то года полтора моего блогинга до меня дошло, что ну, не надо это делать, надо быть собой. Во-первых, это очень смотрится как жалкая пародия, короче. Вот так это, именно так это смотрится. И говорит об одном, что либо ты хочешь подражать мне, либо тебе нечего сказать, понимаешь? Поэтому сейчас стараюсь вообще не использовать чужих каких-то фраз. Я смотрю очень много каналов, смотрю, как они говорят, что они говорят, и стараюсь не юзать эти фразы. Ну и мне приходила в голову такая мысль, как зарегистрировать некоторые фразы авторским правом. Хотя бы тот же самый слоган «Не снимай, не выкладывай». Мне было бы очень жаль, если этот слоган, допустим, зарегистрирует кто-то другой. Так и шо, лампочка таки сгорела. Еще проблема в том, что, то есть противотуманку можно выкрутить с той стороны. Снимаешь очки и выкручиваешь болт. Вот здесь должна быть закладная. Тут какой-то умник, короче, засобачил сюда гайку. То есть я там кручу, и она здесь крутится, понимаешь? То есть пришлось снимать бампер из-за этого дебила, чтобы достать. Буду искать сейчас закладную. Он достал. Я думаю, у меня должна быть. Смотри, от старого куба сколько у меня причиндалов тут. Что-то вообще ржу. А здесь вот такую штуку вкорячили. Ну, то есть, получается, все вот так вот телимкается туда-сюда. Когда ты едешь, у тебя свет моргает постоянно. Вот такой бред. Блин, я вот одну нашел, но она маленькая. Одну нашел. Видал? Вот так вот. Тыдынс. И все, и ничего не крутится. Ну, короче, второй нету. У меня еще в гараже плохой очень бампер. В будущем, конечно, я его поменяю. Вот. Обязательно. И номер передний тоже поменяю. Вот смотри.